Ой, какой пар идет. Обалдеть. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Меня уже столько раз просили показать, как я варю нохуд, то есть нут. Я все отнекивался, говорил, что ну что там показывать, друзья, ну не, что там возможно показать. Вот варю и все, да. Ну решил уже показать, раз уж столько просите, покажу. Ну так как это действительно слишком просто, и создать из него целое видео, я просто постесняюсь, да, это делать. Я решил к нохуду, друзья, еще прибавить вот такую килечку. Мы ее сегодня с вами, друзья, посолим очень быстро, подсушим и также быстро подкоптим. И получится у нас с вами, друзья, меню бакинских пивных 90-х годов. Значит, что я сделал? Я замочил нохуд вчера вечером, наверное, часов было 10-11. И вот сейчас у нас где-то 12 часов, час дня. То есть прошло сколько там? Ну, больше 12 часов, часов 15-16 прошло. Этот нохуд у нас постоял, в теплой водой я заливал. Значит, он отстоялся у нас 15-16 часов. Сейчас я его буду варить. Ну, предварительно воду надо посолить. Здесь у меня где-то 700 грамм нохуда. То есть 700 грамм нута. Сколько соли? Я никогда не задавался этим вопросом. Всегда солил на глаз. Ну давайте вот вместе с вами попробуем немножко определиться. Я знаю, что вот такая вот классическая советская столовая ложка, когда зачерпываешь ее вот так с горкой, я это точно знаю, здесь получается грамм 60. Ну вот так. 60, ну еще чуть-чуть добавлю. В общем, грамм 70. Чуть-чуть перемешаю. То есть вода у меня уже соленая. Так, хорошо соленая. Попробую. Да, вот она уже конкретно соленая вода. И все. Ставлю наш нут вариться. Вариться он будет, так как я его замачивал с ночи. Вариться он будет, наверное, ну, минут 40, ну, может, час. Если бы я это не делал, он варился бы, наверное, все 2-3 часа. Так что ставлю его вариться, друзья. А пока нохуд наш варится, мы займемся рыбкой, то есть килькой. Килька сегодня очень хорошая, мороженая, но такая крупная, посмотрите, друзья. Наша каспийская красавица. Сейчас мы ее сполоснем. И, кстати, очень жирная. Вот прикасаюсь, рука вся в масле. Видать, осенняя. Все, кильку помыл. Сейчас, друзья, мы ее засолим. Самым простым способом. Сухим посолом. На дно. Слой кильки, слой соли. В этом случае, кроме соли, друзья, ничего не нужно. Ни сахар, ни какие-то специи. Потому что рыба у нас будет в конце коптиться. А как вы понимаете, копчение это, наверное, самая сильная специя. Она перебьет любой вкус. Так что это бессмысленно. Просто солим. Ну, солим хорошенько, то есть пересыпаем тщательно. Почему? Потому что рыба у нас будет солиться всего пару часов. Все. 2 часа подержу ее в соли, потом промоем, и она готова. Прошло ровно 2 часа. Вот так рыбка наша просолилась. Она чуть подсохла.
Не сильно, конечно, но воду она все-таки, лишнюю воду она выпустила. Сейчас мы ее перекладываем обратно в друшлаг и будем смывать соль. Вот такие у меня шпажки. Сейчас каждую килечку через глаз мы вот так будем нанизывать, друзья. Оба, это раз. Друзья, посмотрите, какую я турбосушилку сделал на днях. Из кухонного шкафа. Вот добавил сюда стекло смотровое, перекладины, крючочки, свет и 4 мощных вентилятора. Это для того, чтобы сушить рыбу. Не только рыбу, любые продукты в ускоренном темпе. Так что зимой сушить уже на улице почти невозможно. Температура, влажность не позволяет. И вот здесь уже это сделать будет намного проще. Друзья, вот столько получилось. 2 шпажки уже я не могу засунуть, потому что слишком плотно тоже нельзя, чтобы воздух проходил. По-моему, вот так достаточно. Здесь кильки совсем немало. Сейчас включаю вентиляторы. Вот так. Ага. Процесс пошел. С почином, как говорится. Это первая моя рыба в этой сушилке. Так, прошло 2 часа. Ага, посмотрите, даже отсюда уже видно, друзья. Всего 2 часа, но рыбка уже видно, что она подсохла. Тельца такие уже подсушены. Теперь рыбку перевешиваем сюда, в коптилочку. И кладем стружку. Друзья, чего я хочу добиться? Значит, вот эта килька копченая, в классическом исполнении, она бывает холодного копчения. Правда, сейчас в последнее время, я вижу, встречается такая почти горячего копчения килька. Она такая, приготовлена что-то посередине. Так как холодное копчение я еще не запустил, но это будет очень скоро, я вас уверяю. Я ее хочу приготовить не горячим, а теплым способом. То есть что-то среднее между горячим и холодным. То есть при температуре где-то от 40 до 50 градусов. Это еще не горячее копчение. Вот даже может быть от 30 до 40. Еще не горячее копчение. Это такое что-то у нас теплое копчение. Я подержу вот так, наверное, часик. Температура будет маленькая, но мы ее подсушим и обдадим дымком. И я надеюсь, что у меня получится то, что я запланировал. Так что ждем. Друзья, прошло 45-50 минут. Вот максимальная температура 50 градусов была. От 40 до 50 держалась. Сейчас посмотрим, что у нас получилось.
Ну, на вид вроде ничего, я вам скажу, да? Симпатично, даже весьма. Вот килечка. Красивая. Друзья, посмотрите на это каспийское золото. Как они красиво выглядят. Золотистые. Слегка их такие подзолотились. Друзья, и вот сегодня главный актер. Нохут. Это, собственно говоря, из-за него я сегодня этот ролик и снимаю. То есть в основном из-за него. Потому что в первую очередь меня просили показать, как я варю нут. Нохут. Сварил все, вам я скажу, супер просто. Я уже попробовал. Вот так вам рассыплю, чтобы было много. Ой, какой пар идет. Обалдеть. Друзья, кто просил меня нохут снять? Нут, как вам? Наслаждайтесь. Здесь почти килограмм. Видите, здесь килограмма, такое ощущение, что килограмма 3. Он так разваривается, да? В объеме увеличится раза в 2, наверное. Ну супер, я обожаю просто. Так, теперь по поводу того, как мы его готовим, я вам показал. То есть здесь ничего сложного нет. Замочили на ночь. Утром воду посолили хорошенько, эту самую воду, в которую замочили нохут, и поставили вариться. Варится он обычно час примерно, плюс-минус. Опять-таки, кто как любит. Я не люблю, когда совсем разваренный, и не люблю, естественно, чтобы он хрустел на зубах. Так что я вот выбираю такой средний вариант. Просто отлично. Сегодня сварился великолепно. То есть там уже по ходу смотрите, да. Через час, через минут 40 даже можете проверить, может уже достаточно. Вот так. Теперь как мы его употребляем? В боку. Значит, в боку мы что делаем? Мы просто его вот так варим, как я вам показал. И потом или в горячем виде, или в холодном, кто кому как больше нравится. И вот так его, друзья, с пивом мы его и употребляем. Ваш второй, друзья. А теперь, друзья, я покажу, как нохут подают в Дагестане. Я ел нохут в Баку, в Азербайджане и в Дагестане, больше нигде. Сейчас будем кушать нохут по-дагестански. Друзья, мелко-мелко нарезается укроп. Обсыпаем вот так нохут. И берем растительное масло. У меня подсолнечное. Но в Дагестане, по-моему, тоже подсолнечное используют. Вот так наливается сверху. Немножко. Перемешивается. Возможно, что в Дагестане кто-то еще что-то добавляет. Я не знаю. Но вот то, что я ел, я был в гостях у моего друга. И вот мы пару раз вот так. Один раз в ресторане нам дали, один раз пивной. Нам вот нохут подавали вот в таком вот виде, друзья. Выглядит это очень красиво, нарядно и аппетитно. И вкус тоже очень хороший.
Вот в Баку, в Азербайджане я не видел, чтобы так давали ноход. Очень вкусно. Мне нравится, честно говоря, такой простой вариант. Потому что я к нему привык с самого детства, я так его ем. Но вот когда я попробовал в Дагестане, мне тоже понравилось. Я считаю, что это тоже очень хороший вариант. Так что кому как нравится, так и пробуйте, друзья. А лучше всего попробуйте вот как я, сразу два варианта, и который вам нравится больше, выберите. Друзья, а килечка наша, посмотрите. Килечка золотистая. Она уже остыла, как и положено любой копченой рыбе, продукту копченому. Да, она еще должна в идеале, конечно, остыть в холодильнике, и через сутки она будет вообще вкусной. Ну, у меня уже времени нет, ни времени, ни терпения ждать нету. Так что мы ее попробуем вот так, друзья. Я хочу посмотреть, как она вышла. Я, может быть, уже говорил, по-моему, сегодня вам говорил об этом, что обычная килька в классическом виде копченая, она бывает холодного копчения. В этой коптильне, то, что у меня есть, вот на данный момент, то, что работает, сделать холодное копчение, ну, практически невозможно. Можно сделать или горячее такое, совсем да, горячее, или что-то теплое, там 40-50 градусов. Но опять-таки она не успевает подсохнуть. И за это она получилась все-таки ближе к горячему. Друзья, но вкусная вот эта маленькая рыбка и такая вкусная. Она получилась, да, ближе к горячему. Ну, от этого она не менее вкусная. Очень вкусная. Дай бог, как я запущу уже холодное копчение. Это будет скоро. Я уже приготовлю и кильку и таким классическим способом, то есть холодным закопчу. То есть сегодняшнее видео, друзья, посвящается прежде всего нуту, нохуду. Снял я его прежде всего из-за нохуда. Килька у нас получился как такой сопутствующий продукт. Потому что мне показалось, ну, не, как бы, не то, что не скромно, подумал, скажут, ну, Рауф, ну, как тебе не стыдно, ботинцы скажут. Взял, отварил горох простейшим образом, да, и снял из-за этого целое видео. Из-за этого я не смог. Совесть мне не позволила, друзья, сварить только вам горох и показать видео. Старых пивных бакинских, да, вот в особенности, когда я вот начинал, да, ходить пивные, это 90-е годы. Сами знаете, да, какое время было. Это не только в Баку, в Азербайджане, по всему бывшему Союзу. Да, разруха. Ну, не разруха, ну так, да, был упадок везде. Это отражалось, конечно, и на меню в пивных. То есть, в бакинскую пивную заходил, тебе максимум что давали. Это был нут, нохуд и вот эта килька. Эта килька у нас всегда была. Копченую кильку я всегда видел в Баку. Она была постоянно. В пивных, в магазинах продавалась. Вот, то есть, минимум такой ты мог всегда получить в нашей пивной. То есть нут, нохуд и копченая килька. Потом, конечно, положение дел стало улучшаться везде. То есть уже сейчас вот зайдешь в пивную, что хочешь дадут. Да, там и рыба жареная будет, и там разные различные закуски, колбаски, сосиски, все что угодно. А вот тогда было вот так. Друзья, хочу выпить за здоровье всех вас, то есть за всех моих подписчиков. Но в особенности, вот как бы такой теплый привет особенно хочу передать моим ровесникам и людям чуть старше. Те, кто вот эти годы советские застал, вот кто увидел вот эти пивные, как там в одно время, я помню, даже было такое время, банки давали вместо кружек, настолько был дефицит всего, да, тяжелые 90-е годы, да. Так что, друзья мои, ровесники, однополчане, держитесь, всем вам привет и крепкого здоровья желаю. Будьте здоровы. А вот килька, она стоит, она еще лучше становится, друзья. Ну, кто коптил рыбу, знает, да, то есть она должна обязательно отстояться. Она вот насыщается этим дымом. Тельце становится более упругим. Потому что она сейчас слишком была рыхлой, да, в начале. Сейчас уже нормально.
Ну и, соответственно, вкус более насыщенный. Очень вкусно. Друзья, вот на этой ноте, красивый и очень вкусный, еще раз покажу вам нут, нохуд во всей его красе. Я с вами, пожалуй, попрощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Спасибо, что выслушали. Как всегда, до новых встреч, друзья, на канале Каспийский берег. До свидания.